Когда Джейсон и Салли впервые привели своего глухого сына в зоопарк, они с нетерпением ждали его реакции. Но когда малыш остановился перед вольером со львами, лев сделал нечто неожиданное, что повергло всех в шок. Джейсон и Салли мечтали о ребенке с того момента, как познакомились. Им обоим было за 30, и они знали, что лучшего партнера для создания семьи им не найти. Они поженились вскоре после первого свидания и сразу же начали пытаться сделать так, чтобы Салли забеременела. Но быстро стало ясно, что это будет нелегко. Ожидание было мучительным, но после целого года попыток они, наконец, получили долгожданную новость. Они были в восторге от перспективы наконец-то родить ребенка, о котором молились все это время. Салли соблюдала все правила, чтобы ее беременность прошла успешно и была здоровой. Но она действительно боролась с этим. С момента зачатия и до родов она все время чувствовала сильную тошноту. Однако врачи не слишком беспокоились, поскольку говорили, что тошнота была совершенно естественной. По их словам, некоторым женщинам тяжело приходится во время беременности, вот и все. Однако, как только малыш родился, их мнение очень быстро изменилось. Сначала он казался достаточно здоровым, но всего через 6 недель стало ясно, что с ним что-то не так. Малыш мог плакать часами, и какую бы колыбельную ни пела Салли или какую бы шумоподавляющую машинку они не использовали, он никак не мог успокоиться. Он также не реагировал на громкие звуки, и в одном конкретном случае Салли наконец поняла, что не так с ее малышом. Ему было всего 7 недель от роду, и в доме шел ремонт. Она хотела взять ребенка с собой, чтобы спрятаться от шума, но в тот день ей пришлось остаться дома. Она приготовилась к тому, что у нее будет истеричный ребенок, который будет все время плакать из-за шума строительства, но истерик так и не произошло. Малышка спала так, словно вообще не слышала шума. В голове Салли зазвенели тревожные колокольчики. Она была уверена, что это не может быть нормальным. Поэтому они с мужем решили сразу же показать своего сына педиатру для проведения некоторых анализов. Их немедленно направили к сурдологу, поскольку именно его слух вызывал наибольшие опасения. Действительно, после того, как был проведен тест, было подтверждено, что их маленький мальчик был глухим. Они поняли, что он, должно быть, таким родился, и этот вопрос больше не поднимался. Ее. Салли и Джейсон начали сильно беспокоиться о своем сыне. Естественно, они были обеспокоены тем, как диагноз повлияет на его жизнь. Им придется серьезно изменить свой образ жизни, чтобы приспособиться к состоянию своего сына. Они скорбели о жизни, которая, как они надеялись, будет у их сына, и пообещали друг другу стараться поддерживать его изо всех сил. Они хотели, чтобы у него было как можно более нормальное детство, поэтому продолжали растить его в любви и заботе, но с использованием языка жестов вместо вербального общения. И несмотря на это небольшое неудобство, малыш вскоре вырос счастливым и любознательным ребенком. Вскоре стало очевидно, что их сына привлекают дикие животные в любом виде. Он загорался радостью каждый раз, когда они читали ему истории о сафари или показывали документальный фильм. Они были в восторге, заметив, что к ним проявляют такой интерес. Они сблизились с ним из-за своей любви ко львам, слонам и жирафам, и это лишь некоторые из них. Салли и Джейсон выучили на языке жестов названия всех животных, которых он любил, чтобы развить его страсть. Несмотря на то, что он был маленьким, они все больше надеялись, что с такой страстью их сын сможет вести жизнь, в которой не будет чувствовать себя таким уж непохожим на других. В конце концов, животные могут быть более сострадательными, чем люди. Затем, когда их маленькому сыну исполнился год, они решили впервые сводить его в зоопарк. Он только начинал ходить, поэтому они знали, что ему будет весело ползать и разглядывать животных, но они никак не могли предвидеть, что произойдет. Маленькая семья пробыла в зоопарке чуть меньше часа, когда они, наконец, добрались до африканской секции. Они знали, что именно там их сын будет в восторге больше всего. Он сможет увидеть всех своих любимых животных в одном месте. До сих пор он видел довольно много животных со всего мира. Пока они гуляли, Салли отмечала, какие из них ему понравились больше всего,
и записывала названия, поскольку была полна решимости научить его называть животных на языке жестов. Как только ее сын увидел своего первого жирафа, он сразу понял, что попал в рай. Его личико просияло, и он начал пытаться выбраться из коляски. Джейсон просто рассмеялся и отстегнул сына от ремня безопасности. Маленький мальчик, смеясь, направился к стеклянному ограждению. Он поворачивался к своим родителям и снова указывал на слово «жираф». У Салли и Джейсона на глазах выступили слезы счастья. Они с трудом могли поверить, насколько счастлив их маленький мальчик. Но вдруг он отвлекся и побежал в другой вольер. С самого начала они не были до конца уверены, что за животное обитает в этом районе. Но когда увидели вывеску, то поняли, что это вольер для львов. Их маленький малыш просто плюхнулся на землю за пределами вольера и уставился на свое отражение в стекле. Чего он не мог видеть, так это большого альфа-самца льва, который проявил к нему интерес. Салли впервые заметила его, когда животное тихо спустилось с того места, где спало, и подошло к стеклу, за которым сидел малыш. Салли сразу же начала записывать видео этого взаимодействия. Она ожидала, что когда ее сын обернется и увидит льва, он будет вне себя от радости. Она никак не могла предвидеть, что на самом деле произойдет. Внезапно большой лев набросился на стекло, за которым находился ребенок. Сначала Салли и Джейсон подумали, что большое животное просто играет, но затем снова встало на дыбы и прыгнуло в направлении малыша, ударившись о толстое стекло между ними. Только тогда они поняли, что лев на самом деле пытался напасть на малыша. Они пришли в ужас, увидев это, но, к счастью, их сын еще ничего не заметил. Джейсон взял малыша на руки и отодвинул стекло на некоторое расстояние от себя. Однако, когда его сын впервые увидел льва, он завизжал от восторга. Он совершенно не подозревал о том, что произошло несколькими минутами ранее. Салли и Джейсон были озадачены этой встречей, но счастливы, что их сын ничего не заметил. В конце концов, меньше всего они хотели, чтобы он боялся животного, которое так сильно любил. Пара позвонила сотруднику зоопарка и показала ему видео. Сотрудник усмехнулся и объяснил, что этот конкретный лев, как известно, подшучивал над людьми, которые подходили слишком близко к стеклу в его вольере. Оказалось, что лев был не очень старым, поэтому в нем все еще сохранилась игривость. Это было похоже на то, как если бы подросток подшучивал над взрослым. Салли и Джейсон поняли, что лев действительно играл, как они сначала подумали, и вздохнули с облегчением. Они знали, что он не мог причинить вреда их малышу через стекло, но все равно были рады узнать, что он даже не пытался. И по странному стечению обстоятельств они также были благодарны глухоте своего сына, потому что она помешала ему повернуться ко льву и стать свидетелем этой ужасающей сцены. Маленькая семья продолжила экскурсию по зоопарку, и их сын был просто очарован. Было ясно, что еще долгое время это будет одним из его любимых занятий по выходным. Салли и Джейсон решили сохранить видео со львом до тех пор, пока он не станет старше, думая, что, возможно, тогда он сможет оценить его таким, какой он есть. Они хотели, чтобы он, повзрослев, продолжал любить животных, не боялся их, и, возможно, когда-нибудь он работал бы бок о бок с тем же сотрудником, который познакомил их со львом-проказником. Какая удивительная история. Что бы вы почувствовали? Но если бы дикое животное сделало такое с вашим ребенком, и до какой степени вы бы привили ему любовь к диким животным? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз. Увидимся в следующий раз.